Это блюдо из кабачков получается очень нежное и аппетитное. Натираем кабачок на терке. Он постоит, пустит сок и будет таким, как нам нужно. Добавляем соль, перемешиваем, отставляем. Морковь моем, очищаем и натираем на терке. На это количество кабачков я взяла 2 средние картошки. Если остался картофель, сделайте еще одну вкуснятину. Ссылку на рецепт оставлю в конце этого видео. Там же будет сочная шаурма без грамма мяса и запеченная груша в духовке. Сразу несколько блюд для вкусных идей. Убираем лишнюю жидкость из картофеля. Пока мы подготавливали остальные ингредиенты, кабачок пустил сок. Его тоже отжимаем и соединяем с картофелем. Морковь, мелко нарезанный зеленый лук, натертый на терке твердый сыр, яйца, черный молотый перец, специи для овощных блюд, манка. Перемешиваем. Пока будем формировать котлеты, поставим разогревать растительное масло на средний огонь. Берем небольшое количество фарша и формируем котлету. Я выбрала круглую форму. Масло разогрелось, выкладываем котлеты и обжариваем их с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки. В самом конце можно накрыть крышкой минут на 5, уменьшить нагрев ниже среднего. Нежные, сочные и очень сытные. Вкусные и теплыми, и холодными, со сметаной или томатным соусом. Ссылку на рецепт томатного соуса оставлю в описании к этому видео.